Лазутчик. Когда бесславно, тускло завершался 9-й год осады Илеона, случилась странная и скорбная история. Все началось с того, что люди Одиссея захватили троянского лазутчика. Допрошенный с пристрастием признался, что наблюдал порядок сил ахейских, устройство лагеря и время смены стражи. Решили, что готовятся трояне напасть на лагерь, вылазку устроить. Лазутчика, связав надежно, оставили в палатке Эврилоха, что был соратником надежным Одиссею. А царь Итаки поспешил с известием о происках врага явиться к Агамемнону, который возглавлял все греческое войско. По пути к нему, палатки рядом, встретил Одиссея могучий Диамет, его надежный друг. Обняв царя Итаки, он сказал: «Ты слышал ли, как вновь вещает Паламет вождям и воинам, что час настал на родину вернуться? Уже который день о том толкует, умы смущая. Вот и объявился тебе союзник в мирном уговоре, которого столь жаждешь. Но что им наш мудрец, кажется, никак не ожидал». Действительно, немало Паламет вдруг начал прилагать стараний для того, чтобы покинули ахейцы Илеонский край. И это было странно, ведь с самого начала он радел усердно и о походе, и о делах войны. «Нет, мне он не союзник», — рёк в ответ Тидиду, внезапно раздражившись Одиссей. «Мог быть союзником, когда бы предоставил мне в Итаке устраивать жизнь мирно. Нынче же отпетый враг, не мира желая, а власти. Он ведь умно уловил утомление армии, грусть и усталость, горечь потерь и прискорбие духа, томящие многих. Думает, их потакая настрою стать во главе их. Я же отнюдь не питаю подобных стремлений и лишь хочу, чтобы война завершилась скорее. Но ей конец не настанет, доколе рати ахейцев в город прямо не вступят. И потому теперь жажду борьбы неустанной, сражений беспощадных над врагом победы, иначе не вернуться нам домой». Так говоря, к палатке подошли Микенского царя. Откинув полог, из нее как раз Ахилл поспешно вышел. Приветствовав героев, быстро прочь ушел. Гримаса недовольства на лице. Нельзя сказать, что Агамемнон был им рад. Нахмурясь и досадуя, как будто всех сил ахейских предводитель известие о пойманном лазутчике услышал. «Не стоит подымать до срока об этом деле шум. Хочу сам допросить фригийца, чтобы узнать все вражеские планы». За пленником послали, но хотя недолг, туда-обратно путь прождали срок немалый. Решил сам Одиссей отправиться, но тут явился воин и сообщил растерянно, что убежал лазутчик. «Как это может быть?» — воскликнул Лаэртит. Немедля привели и допросили стража в Эврилоховой палатке, бдившего зазря. Тот бледен, да нельзя напуган, так что заикаться стал. Ведь понимал, суровой кары ему не избежать. Лишиться может головы, особенно коли сочтут, что в сговор с пленником вступил. Страж отвечал на грозные вопросы двух царей, хоть сбивчиво, испуганно, но связно. Не мог простец измыслить столько слов. По речи видно, что не лжет бездельник. Он рассказал,
что пленник попросил воды напиться. Отказал ему. Но тот молил, что мочи нет терпеть. До боли пересохли губы, мучит жажда и словно деревянная гортань. Ему и отвечал, что нет мне дела до страстей его, и пусть меня он больше не тревожит призывами и стонами. И пригрозил, коль будет продолжать он уханье свое, войдя в палатку, снова и забью примерно. Тогда он вдруг открылся, что рассказ его о миссии здесь, в нашем лагере, неправда, что нес письмо. «Любовное», — добавил он с усмешкою-пригадкой. Я не мог поверить, но он настаивал и обещал поведать, как есть, когда напиться дам, а также сообщу о нем совету вождей донайских. Я был обескуражен и помыслил, что кувшин воды – ничтожная по сути плата, и, может, в самом деле за намеками его таится кое-что от истины. Пошел к источнику воды набрать, ну а когда вернулся, нашел пустой палатку. Лишь одни веревки остались после пленника. Тут гневно закричал на воина итакского его владыка. Неужто не могли как следует связать лазутчика? И почему к источнику пошел? Уже ли все меха пусты? Давно сидел на месте и решил пройтись, испуганно ответил нерадивый страж. А прочные веревки не развязаны, не порваны, разрезаны кинжалом. Как будто поперхнулся Лаэртит, взглянув недоуменно на стоявших рядом. Все молчали. Подтатчик у лазутчика какой-то есть. Внезапно шум и гам невнятный нарушил тишину. «Что это?» Выйдя из палатки, спросил на солнце, щурясь Агамемнон. «Лазутчика схватили», — доложили хором микенскому царю. Гам приближался. Появилась изрядная толпа. Она сопровождала 3 воинов, несущих чье-то тело. Его простерли пред царями. На земле лежал злосчастный беглый пленник. Не далось ему на волю вырваться. Так в лагере и сгинул. Шум, крики, пересуды привлекали все больше воинов, вождей. Уже едва не лагерь весь сошелся близ шатра Атрида на площади собраний, где тело распростертое лежало. Среди собравшихся стоял и Одиссей. Пытливо вглядывался в лица, был задумчив. Взгляд Одиссея впал на Паламеда. Тот стоял напротив и, отвернувшись от останков несчастливых, негромко что-то говорил Аяксу. Все пристальней, упорнее глядел на Навплиада Одиссей. В себе он мыслил потаенно. Вот задача подоспела для тебя, эвбеец. Кто ловкий смог разрезать на пленнике веревки? Быть может, это ты? А если и не ты, испробовать не худо твою способность убеждать? Узнать по правде, кем тебя считают ахейцы меднобронные. Насколько вправду мудр? Ты мне на пашне сына подложил, жизнью младенца рискуя преступно. Ведь не играл я лукаво, а вправду безумьем объят на той пашне. Добрая Зевсова черя Фина Паллада мой разум вернула в миг роковой. О, богиня, вовек буду ей благодарен. Ты же, коварный злой дух, Паламеда имеющий облик, вызов прими от меня. И тебе положу в твою пашню выбор суровый. Ты лицедеем ославил меня беззаконно. Что ж, Паламед,
На себе испытай силу навета. Предателем подлым ославлю тебя, столь ревнивого к почестям и славолюбца. Так отвечаю на вызов, который ты бросил когда-то. Посмотрим, сумеешь ли ловко порвать тенета злоречий. Ты хитроумный, других не колеблясь, готов подвергать испытаниям злым и жестоким. Будешь ли сам ты готов к испытанию верой и словом? Паламед. Замысел свой Одиссей в речь облег, так обратившись к вождям и народу. Проговорился лазутчик, что нес он письмо. Знак измены в том очевидный. Кто же из нас здесь предатель? Где отыскали лазутчика? У Паламеда палатки. Недаром же, видно, стал ты за мир с Илионом ратовать бойко. Надменно ему Паламед отвечал: «Все не уймешься, Лаэртит, в своей никчемной злобе. Забыть не можешь, как разоблачил твое трусливое притворство». Вскрикнул Диамет: «Ты зря бросаешь в трусости упрек царю Итаке. Пусть и не хотел идти на Трою, за эти годы показал себя бойцом отважным и умелым, быть может, и храбрейшим среди нас». «Считаться храбростью не будем», — в свару их включился Ахилл Победоносный. «Но Паламеда обвинять в измене — нелепость несусветная. Он больше всех принес нам пользы мудрыми советами и досадил троянам». «Не спорю, доблестный Ахилл, с тобою не сравнится беспечной храбростью никто», — промолвил Одиссей. «Но странно было бы бояться неуязвимому бойцу. А у тебя как будто есть такое свойство», — добавил он с усмешкой ядовитой. «Не понимаю я, зачем его имея, ты панцирь носишь, шлем и щит». Умолк Ахилл, лишь гневный взгляд метнул на Одиссея. Воины меж тем все больше волновались. В их пересудах имя Паламеда все чаще повторялось с осуждением. Такое свойство подозрений. Жертва их подчас тем виноватей кажется, чем более невинна. Невинный не заботится о том, чтобы не мыслили его злодеем, и беззащитен потому. Все знали Паламеда ум глубокий. Побаивались даже быстроты суждений, разящей точности и силы замечаний, и знаний неожиданных сноровки. Едва ли не волшебником считался. Благоговели в случаях иных, за мудрость чтили. Но так устроен человек. Все непонятно ему внушает опаску смутную, неприязнь без причин. А впрочем, тайны нет. Ведь превосходство унижает тех, кто чувствует себя гораздо меньше. Непостижимый Паламед любые мог иметь резоны. И кто решится предсказать его поступки? Так подозрение нашло себе объект удобный. Толпа возбуждена и слухом о предательстве напугана. Кто предал, чем, кому и что грозит — вопросы зряшные. Толпа не мыслит и не рассуждает. Она лишь поддается импульсам внушений, вопросы игнорируя, охоча на ответы. И тем скорее им готова верить, чем больше распаляют ей воображение. «Палатку Паламеда надо обыскать!» Призыв явился и зажег всех сразу. Не только простецы, вожди не меньше возбуждены злоречием.
И в общем шуме голос Паламеда, Аякса зычный глаз и выкрики Ахилла теряются, как палые хвоинки среди травы высокой. Ворвались в палатку. Робели первые, но их давили сзади, и любопытство побуждало. Как живет мудрец? Однако ничего диковинного не было в шатре. Дощечки с письменами, несколько предметов на вид обычных, хоть и непонятных, постель, треножник, но среди всего мешок тяжелый. Развязав его, все замерли от блеска и сияния. Какая груда золота, каменьев, изделий тонких! Ясно. Вот улика. Так много золота, цена измены. Сразу приступили к суду над Паламедом. Выйдя пред народом и глядя недругу в лицо, промолвил Одиссей. «Я клеветать не хочу, как привык клеветать на меня Навплия, сын злоречивый. Ты мудр, несомненно, счет времени ведаешь, травы целебные знаешь, пищи прием по стадиям дня различаешь. Ты маяки обустроил, чтоб наши суда без опаски к берегу шли, когда сумерки плыть затрудняют. Много родил обустройстве обширного лагеря, войске сноровки. Ты изобрел для солдат игры забавные, чтобы они отвлекали от тягот и скуки, их преобильно имеем в днях на войне». Все вспоминал Одиссей, будто друг неподдельный, пользу принесшие грекам дела Паламеда Навплида. Честно сказал обо всем, ничего не уменьшив, лукавством не скрыв. Так, говоря в похвалу, он тем самым лишал Паламеда слова, которое тот мог сказать себе в оправдание. Кончив хвалу достославному мужу, скорбно вздохнул Одиссей и иначе продолжил. «Но истомился ты, видно, в деяниях ратных. Все же бои для тебя не близкое дело, чужое. Дружен ты с мыслями, с нравом вещей природы. Ну а сражения, схватки с врагами тебя угнетают. Вот и решил ты уйти от стен Илиона. Но ведь не мог сам уйти, показав, будто струсил. Стал подбивать всех ахейцев брань завершить. Ведь немало тяготы нас истомили. Каждому вкрадчиво слабость шепчет в предутренний час и вечерний. Кончи труды, отправляйся домой поскорее. Ждет тебя мать и жена, и родимые славные дети. Каждый ведь знает, как трудно голосу этому нам возражать. Ты же бессовестно раны коварным призывом ятришь. Я не знаю, кто надоумил тебя злое дело усердно свершать. Но полагаю, что мудрым прославлен, ты не поддашься внушению менее умного. А кто же умнее тебя? Значит, ты сам полагаешь план злоказненный, выгодный только троянам. Ты их союзник, бесспорно. И мзду заслужил от прямо щедрую, жирную, златовесомую. Так что корабль накренится, если тебя полной мерой трояне отмерят богатство за то, что их беду отвратишь и Трою спасешь от падения. Начал в ответ Паламед речь многоумную, только вот ропот из множества глоток ахейских ему не давал говорить. Тщетно Ахилл призывал выслушать мирно, спокойно
речь столь великого мужа. Стала яриться толпа. Паламет, в лице изменившись, выкрикнул громко: «Я, защищаясь, хочу в совете вождей все сказать. Готов я ответить каждому слову наветов. Невинен Навплия сын, и для греков я не готовил ловушки, за общее дело родил». Потонули в гомоне гневном слова. Снова предстал Одиссей пред собранием шумным. Словно пред бурей неистовой он хладнокровно стоял. Взгляду его повинуясь, стали смолкать голоса. На мгновенье затихли, и он поймал тишину, как ловят ветер попутный. «Мы породили, — сказал, — о том, чтобы участь лазутчика выяснить. Все же не думаю я, что Паламет помогает троянам золотом купленный. Трус он скорее, чем предатель. Хитро утаивал он часть добычи, вот ему главный упрек. Также и то, что готов был свою захвативши наживу отбыть на родину, честь оставляя троянам. Пусть он с позором уйдет и бесславно пусть тратит богатство всеми презренный. Я кончу». И повернулся уйти. Но внезапно голос подал Агамемнон. «Нет, не конец еще делу. Ты сам в себе запутался, сметливый Одиссей». Довольно грубо рёк Атрид Державный. «Ведь я нашел письмо, которым царь Приам сулит изменнику богатые дары, коль скоро убедит Данаев осаду Илиона снять. Ахейцы славные, решил владыка Трои расстаться с малым, чтобы сохранить свой город и несметные богатства, которые собрали в нем торговля и царское хозяйство и тучные доходы вельмож троянских. Предатель выкуп получил, чтобы вы ни с чем остались. О воины, все тяготы и жертвы суровых лет войны хотел в прах обратить лукавый Паламет. Винюсь перед вами. Первый я в ответе за преступление того, кому безмерно доверял и чьи советы неизменно слушал. Теперь его понятны козни. Все доброе, что он содеял, подчинено расчету. Искал приязни вашей, чтоб армию возглавить, а после погубить. Повинен смерти». «Да, повинен смерти». Хор многих тысяч голосов слова Атрида превратил в судьбы вердикт неотвратимый. Как изумленно Паламет глядел на Агамемнона, воздевшего свой скипетр. Казалось, он не слышит ужасный рев толпы, не понимает, что ему кричат. Смотрел растерянно и что-то лепетал. Расслышали ближайшие бессвязные слова. «Атрид, опомнись, ведь твоим велением останови судилище. Коварство покарают боги». Толпа желала жертвы. Тут же был камнями побит и сгинул Паламет, мудрейший среди греков. Тело, как падаль, оставили птицам и псам на потребу. Но не смирился Аякс и погреб Паламеда, как подобает. Хоть и сердился Атрид, но не стал в том перечить бранномогучему сыну царя Теламона. День роковой неспешно угасал, вместивший преступления и ложь, наветы и расправы. Прескверный день, зловещий. Ему судилось длиться неприметно еще немало лет и погубить следами дел своих не только тысячи людей,
а целые державы. Ты не виновен в смерти Паламеда. Царя Итаки так увещевал, подружески судивший Диамет. Как невиновен, возражал упорно на речи друга грустный Одиссей. Когда бы я ни прял нить обвинений, он остался б жив. Да, верно, я лишь проучить его хотел, позору, а не гибели предать, и вот что вышло, страшное злодейство. Всего лишь игры власти, молвил Диамет. Расстались. Одиссей упорно о дне прошедшем думал. Паламед бесспорно по поручению Атрида вел дела с Приамом. Приметил царь Микен, что власть его над войском с каждым днем слабеет. Все громче ропот. Можно ожидать, что раздраженные ахейцы захотят сменить постылого вождя на предводителя иного, чья вернее удача. За годы долгие войны царь приобрел великие богатства. И если приумножить их выкупом от Трои, то несметны станут. К тому же и Елена все готова сделать, чтобы возникшая ее изменой распря осталась в прошлом. Вернуться лучше с этими плодами, власть сохранив и Трою предоставив судьбе ее, чем быть низвергнутым, лишившимся, возможно, и богатства, ославленным навек, а может и убитым. Так Агамемнон мыслил. Паламед ему в сих замыслах способствовал, но также помышлял возглавить армию, прибавить к славе мудреца и подвигов награды. Уже такое было, когда во Влиде во главе всех войск поставили коллегию из 4 вождей – эвбеец Паламед, аргосец Диамет и 2 других. Тогда всю пряность власти ощутил. Ведь что ни говори, а славу добывают цари на поле битвы, победив в войне. Почетна роль советника, но для царя смешна. Возможно, Паламед добился бы успеха, но царь Микен коварнее оказался. Чутье правителя успешно заменило рассудка выкладки. Посланец от Приама прибыл к Паламеду с письмом для Агамемнона, и тот, не дрогнув, применил его, чтоб оболгать советника и друга. Что ж, в притязаниях на власть друзей не может быть. Лишь беспощадный скипетр удержит. Печальна доля смертных. Одиссей вздохнул. Однако кто сумел от пут освободить Приамова посланца? Мысли продолжали решать задачу даже против воли унылого от горестных событий Лаэртида. Не Агамемнон, был он вместе с нами, со мной и Диомедом. От меня узнал, что схвачен как лазутчик прямо вестник. И коль скоро тот судачил бессмысленному стражу о послании, то что за странную нелепость о письме любовном он сходу сочинил? Быть может, в шутку так он называл приязненные речи от царя Приама к владыке Агамемнону? Угодливость вполне напоминает пыл любовный, но не таков Приам, чтобы унизиться до мольб подобострастных. Бессильно никла мысль, и Одиссей по лагерю бродил, чтобы забыться. Наблюдал, не видя, простые сцены воинского быта. Вот Ахилл играет на кефаре. Прислушался невольно и услышал песнь любовную. Неизъяснимо нежно Пелит прославленный ее дарил вечерним сумеркам. Оторопел, остановился Одиссей.
Так странно было слышать после гневных слов ахейского героя напев проникновенный, сладкозвучный. Казалось, ветер прошептал ему трепещущее имя Поликсена. Царя прямо дочь прекрасная, как свет зари зажегся пред Лаэртида помутневшим взором. Все понял Одиссей, сошлись загадки дня в единую картину. Письмо действительно любовным было, но второе — не в лагерь грекова царя Приама, которым Агамемнон ложно обличал Навплида, от греков в Трою. Было то письмо написано Ахиллом, верно к Поликсене, о чувстве к ней уж точно. И ясно, был Ахилл виновник того, что убежал лазутчик, но недалеко. Стоял и долго слушал сникший царь Итаки, чарующие звуки Кефареда, его печаль, вину, досаду, нежность. Тревога безотчетная ему сжимала сердце, как сумерки в погожий летний день. Навплий. Пошел 10-й год осады Трои. И в этот год помчалось, как шальное, богини Тихое колесо. Прибыстро замелькали события событиям на смену, поток стремительный. Нет, как удары молний, они бесплотные. Владыка острова Эвбеи Навплий узнал со скорбью и великим гневом о смерти сына своего, героя Паламеда. Немедля в путь отправился, и, прибывший под Трою, стал требовать ответа от Агамемнона и прочих предводителей ахейских. Хотел очистить имя сына им горячо любимого от злых наветов. О, как жаждал хулителей примерно наказать! В нем кровь пылала и просила мести. Раздор возник немалый. Ему не дали даже с корабля сойти, и согласились только выслушать, на берегу собравшись. Когда он говорил, молчали все ахейцы. Казалось, волны мерно ему внимают больше, сочувствие слушают. Не слышать, слушая, удел лишь человеческий, как и взирать, не видя. Хотя Ахилл и с ним Аякс Теламонид эвбейца поддержали, тот ни с чем уехал, как изгой из общества людей исторгнутый. Вторично Паламед казнен в отце своем, заступнике бессильном. Кто мог тогда подумать, что вот этот иссохший, поседевший, горем смятый старец гораздо больше воинов убьет, чем Гектор шлем облещущий. Так вкрадчивый румянец на лице, знак лихорадки неотвязной, угрозу большую подчас стоит, чем многие зияющие раны. На всех вождей ахейских Навплий обиду злую затаил и средства отыскал, каким порядком навредить. С богатыми дарами отправился в дома героев знаменитых, которые под Троей брань вели. Он будто бы, скорбя о смерти сына, дал обет во всех великих греческих святынях почтить богов обильной жертвой, чтобы волей их восстановилась справедливость и настигла кара тех, кто невинного на смерть обрек. Любезно принят женами героев, он невзначай им на мужей злословил. Они вне дома, грустно сообщал,
познали многих женщин. О, сколь красивы и прелестны те! Неудивительно, что щедро дарят им украсы дивные и в роскоши содержат. А те не только услаждают дни царей и пуще сладостные ночи, но даже и детей рождают от героев, которых не чуждаются отцы. Историй пряных Навпли знал немало. Их целый ворох. Зорко наблюдал, как под его сочувственные речи бледнели лица женщин, или их румянец стыда и злости искажал невольно. Он зерна гнева бросил, и из них взошли побеги зла во многих царствах. В Микенах, Аргосе, на Крите и других краях. Чем дольше шла война, тем чаще возникали раздоры между вождями. Стойкая неприязнь возникла между Аяксом Аилеем и Сфенелом, между Ахиллом и Атридами, и уже привычно между биотийскими вождями и царем Афин. Особенно опасен был раздор Ахилла с Агамемноном. По смерти Паламеда между ними вражды глубокий ров пролег. Но если бы вражда лишь разделяла, она как ураган, что вовлекает в себя неудержимо. Вой страстей опаснее порывов ветра бурных. И ко всему возникла общая напасть. В обширный лагерь греков ворвалась болезнь, ужасная, и учинила мор. Врачи бессильны были, сами умирали, и даже Махаон развел руками, не зная средства победить недуг. Одну лишь посоветовал, оставив лишь надежные дозоры, всем воинам здоровым сесть на корабли и отойти от берега, чтобы миазмы мора их не сразили. Толки всюду шли, что грозный Аполлон наслал болезнь, как кару за осквернение святилища его. Ему молились, приносили жертвы, но помогало мало. Жрецу вернули дочь, почтили храм дарами, но ущемил при этом Агамемнон Ахилла Пылкого. Ахилл не попустил и гневно обличил вождя ахейцев. «Я не смотрю на твое верховенство, Атрид своенравный, правда превыше всех званий. Ты из добычи всегда лучшую долю себе забираешь, и ладно бы лучшую, львиную, а мы, как шакалы, должны питаться объедками. Забыла о причине, что нас в Илион привела, о брате своем, о снохе нерадивой, что брачный обет свой попрала. Мы ведь за дело его здесь стоим и страдаем. Лишь золото блещет в глазах твоих, о Агамемнон, ты слеп ко всему, кроме власти своей и наживы». Ему отвечал Агамемнон, нахмурясь: «Праздные речи ведешь ты, Ахилл, словно баба. Или ты брат Менелаю, что скорбью его так проникся? Или же клятва тебя принуждает, как тех, кто стремился сделать Елену женою своею? Нисколько. Юношей дерзким отправился ты против Трои. Больше подросток, чем воин, жаждавший славы, добычи, гордясь своей силой, и все, что хотел, получил. Что же теперь бескорыстным служителем чести себя выставляешь? Сказки рассказывай детям. Даже твой пир слишком вырос, чтобы их слушать, а мы и подавно». Если бы руки вождей не сдержали Ахилла, тут же мечом он сразил Агамемнона гордого властью. Внял увещеванию Ахилл. Не вымолвив больше в совете ни слова,
прочь удалился богам, предоставив по правде судить и царя, и прочих ахейцев. Что подлежит осуждению, то покарать, а достойно награды щедро воздать. Помимо ссоры с Агамемноном, еще мотивы были у Ахилла с троянами прервать рестанье. Быть может и весомее, ведь в них веленье сердца. Но о том гадать скорее можно, чем надежно знать. События, вслед наступившие, славным Гомером воспеты. Их повторять нет нужды. Всем известно, как едва не погибли Данаи без помощи грозной Ахилла, как умолил Агамемнон, а пуще гибель Патрокла, Фтийца великого в бой возвратиться, как он сразил Приамида, Гектора славного, оборонителя Трои. Но и ахейские потери скорбны, обильны. Полвойска раненых и множество убитых. К высоким стенам подступиться мочи нет. Вновь начались переговоры. Был готов Приам вернуть сокровища спартанского царя и от себя еще немалое богатство передать. Ну а Елену, жену Париса, не хотел неволить. Она сама готова уйти к ахейцам, даже быть убитой. Ей нестерпимо, что такое горе, ужасное обилие смертей возникло из ее поступка рокового. Парисова Елена – пленница страстей, внушенных сладостным эротом. Из них изваяна, но все же непростой послушный слепок умысла богов. Не только облик, плоть, но естество, натура в ней Елены. Как будто та же в ней душа, характер, помыслов, воспоминаний, цепь. Себя Елена и помнит, знает. Лишь туман скрывает какие-то частицы смыслов и событий, в переживании которых потаенно взрастает наше «я», а в их отсутствии незримо убывает. Она пыталась мирно разрешить раздор трагический, но что она могла? Одна попытка, вслед другая, третья, бессильно, как во сне. Она себя былинкой ощущала, что затерялась в стоге сена, который треплет, рассыпает по земле могучий ветер. Терзаясь бедствием всеобщим, она хотела так или так совсем покончить. Как-то раз под вечер, уже сгущались сумерки, на стену поднялась. Пред ней равнина, дальше берег моря, и стан Ахейский вдоль него змее подобный вытянулся. Выложен кострами, шатры едва виднеются, и пики черных мачт, как лес на фоне моря, слившегося с небом. Там в дальней дали кротко гаснет солнце. И жизнь вот так же гаснет. И к чему была, подумала Елена. Перед нею пропасть стены высокой. Один лишь шаг ступить, и прекратится бойня, рыдать не будут матери и жены, и дети обретут своих отцов, а не ж сиротство жребий. Как, по сути, просто, подумалось. Она была готова с такой кротостью, как гасло вдалеке могучее светило, сделать шаг последний. Уже примерилась, но вдруг ее окликнули. Елена вздрогнула, как будто обожглась. Гекуба рядом с ней стояла, высокая и статная, подобная богине. Без слов смотрела, понимая все.
И ей в ответ Елена понимала, что думает и чувствует Гекуба. Их молчаливый сговор длился миг, не больше. Чуть запинаясь, молвила Елена. Готова я кровопролитие пресечь, хоть собственною кровью. Если бы так просто дела решались, изрекла в ответ ее свекровь державная. Ты рассуди сама, чего герои жаждут, и с той, и с этой стороны. Быть может, лестно себя считать причиной войны. Но если камешек сорвал в горах лавину, то кто виновник? Малая частица или огромный каменный массив, чья тяжесть властно увлекает его вниз? И кто, несясь по склону страшной силой, деревья вырывает с корнем, губит все живое, селение случайное в прах обращает? Камешек? Нисколько. Фатальное скопление камней обрушится готовых. Только повод дай. Вот и обрушились. Но все же без меня обвала б не случилось. Забудем о начале. Да и как сказать, с чего все началось по правде? Никто не ведает. Начало и концы событий грандиозных так непросты и спутаны, что им найти отсчет не может ум бесстрастный. Одно сейчас понятно. Ты не цель войны, а лишь трофей победный. Если же умрешь, то лишь ожесточение прибавишь рестанием воинским. Ведь будут мстить ахейцы, считая, что обманутые потеряли приз. Трояне также будут в ярости. Ведь как тогда потери оправдать, сражений тяготы? Ты их предашь, Елена. Так что же делать? Понимать, что счет, который у Данаев к нам и у Дарданов к ним, свой смысл имеет. В нем ты лишь частица. Всего лишь имя, чтобы умолчать о многом, что вымолвить зазорно. Смирись с той участью, которую нам боги предначертали в умыслах своих. Бывает, что других оплакивают люди, того не ведая, что им себя оплакать причин гораздо больше. Парис разгневался готовностью Елены принять любую участь, лишь бы прекратить войну жестокую. Он резко ей пенял. И многие трояне не согласны позор капитуляции принять. Да, пусть берут сокровища, но мы не отдадим им в рабство волею своей ни одного трояна. Крепки и высоки у Трои стены, их не одолеть ахейским ратям, время их погубит. Еще приободрение явилось. Парис сразил Ахилла меткою стрелой. Так говорят, что Бог стрелу направил в пяту, единственное место, где уязвим Ахилл. Возможно, так и было. Не стало самого опасного из греческих бойцов. Так всем казалось. Но событий ход наглядно показал. Сильнейший не всегда опаснейший. Неоптолем. А вскоре царство мрачного Аида вслед за Ахиллом поспешил Аякс Теламонид. Почти такой же мощный, страшный для врагов. Не снес, что дивное вооружение Ахилла, доспех, поножи, пояс, щит достославный, шлем и меч отдали общей волей Одиссею, не ему. Аякс из боя вынес тело Пелеида, однако не сумел бы это сделать, коли бы не сражался за троих Итаки царь. Он отразил бесстрашно атаки множества троянов, стремившихся, как падальщиков стая, останками Ахилла овладеть.
Решение в пользу Одиссея Аякса оскорбило столь ужасно, что разум помрачился у героя. Он зло умыслил, захотел убить Атридов и Итахского царя, а в результате на себя навлек позор уже не мнимый, а вполне реальный. Не в силах унижения стерпеть, которому подверг он сам себя, свел счеты с жизнью доблестный Аякс Теламонид. После их гибели уныние и серая тоска ахейским станом завладели. Если не смогли с Ахиллом и Аяксом победить, то как без них сумеем? Эта мысль владела умами многих, разлагая дух и продолжать рестание готовность. Войско Даная все сильнее, скажем без прикрас, напоминало стадо. Бессмысленно бродили, слушали команды, как тугоухие. Из них, казалось, вынули скелеты. Не люди, а подобие людей, как будто стали воины. Встревожены вожди, и в них унылость едва ли меньшая. Хоть уверял Колхан, что вскоре суждено, лишь месяцы остались, пасть трое, мало доверяли его пророчествам. Ведь не всегда он прав, немало случаев тому. И к тому же не видно, как может Илеон вдруг стать добычей греков. Да что ни думай, нету мочи для тяготы войны. Иссякли силы, просто нет и все. Беседуя с царями, Агамемнон рёк: «Коль не вернем мы воинам способность держать оружие и в бой идти без страха, то некого троянам будет побеждать. Уже побеждены окажемся унынием пригорьким и бессильем воли». Тогда задумал Одиссей лазутчиком увертливым проникнуть в Трою. «Замысел безумный», — отговорить его пытался Диомед. «Тебя легко узнают. За эти годы облик твой троянам премногим стал известен». «Я сменю личину», — бесстрастно молвил Одиссей. «Вот бич воловий, им себя до крови я исхлещу, меняя облик и приметный вид». «Себя готов ты изувечить? Это навсегда. Водой не смоешь шрамы, не ототрешь песком и лучшими маслами». «За мною есть долги в войне проклятой, и ранами своими долг плачу. Рубцы от плети, как следы камней, которыми изранен Паламет. А я хоть и израненный, останусь жив». Надолго ли? И что ты можешь выведать особо важного? Я наперед не знаю. Лишь одно понятно. Без промедления нам нужно отыскать, как Троя подступиться, как в нее проникнуть отрядом греческим. Ведь можно бесконечно у стен ее могучих простоять, но бесконечность не для нас. Войскам ахейским жить осталось мало. Ведь армию определяет дух, готовность действовать и жертвовать собой, бесстрашно к цели устремляться. Уже сейчас похоже войско наше на тучного и немощного старца. Обрюзг и в членах слабость ощущает, вседневно мрачен и кряхтит от каждого усилия, а завтра тростинки не поднимет. Болезнь иная и сама проходит, без лекарских усилий. Так, быть может, и к войскам вернется прежний пыл. Тут может ждать, кому благоволят капризы обстоятельств.
Ну а мы должны усердно действовать, чтобы к себе привлечь богини тихой благосклонность. Коль враг сильнее, нужно отыскать ту слабость в нем, которая позволит его сразить. Не все трояне заодно. Хотел бы я иметь беседу с Антенором и его друзьями. Я, как охотник, отправляюсь в лес, ища добычи, наперед не зная, что встречу. Только сам не стань трофеем для троянов. Без тебя уж точно нам, воинов, не усмирить. Изранивши себя и в рубище одевшись, проник, как нищий в Трою Одиссей. По улицам бродил, выведывал. Никто не мог подумать, что гордый царь Итаки может за отбросы с другими нищими усердствовать. Но кроме тягот, нищета имеет немало преимуществ. Тебя не выделяют, смотрят сквозь тебя, как будто ты прозрачен, невидимка. К тому же нищий, как и знатный, живет своим умом, не предписанием и повелением, как прочие. Со слугами якшается и бродит по дворам, близ храмов частый гость. Туда проникнуть может, где простец не ступит. И потому презренные, чья крыша небо, гораздо больше ведают, чем граждане с достатком, в чьем уделе лишь дом да личное хозяйство, пара сундуков. Немало интересного открыл приземистый, угрюмый, бойкий нищий с обезображенным лицом. Проведал он, что Приамид Гелен повздорил с Диефобом, который после Гектора возглавил войско Трои, и удалился раздраженный к пастбищам царя на склоны Иды. Благополучно Одиссей вернулся в ряды ахейцев. Нищий снова стал царем Итаки. Сразу же отправился с отрядом небольшим, как можно неприметней, к лесам Идейским. Там нашел Гелена и пленил его. Угрозами и льстивыми речами сумел его разговорить и выяснил, что Трое угрожает. Важнейших 3 условия назвал имеющий дар прорицания Гелен. Без них не ступит враг в пределы Илиона. Ахилл погиб, но плоть его и дух должны участвовать в сражениях. Без пира, ныне юноши уже, которого Ахиллу родила дочь Ликомеда Диедамия, не смогут взять Данаи и Леона. Еще не достает войскам донайским стрел Геракла, которые тот отдал Филактету. Лернейской гидры яд не только сам смертелен. Он рвение и ярость вызывает в рядах бойцов союзных и вселяет трепет в сердца врагов. И, наконец, условие неколебимое. Пока в пределах илионских стен находится то древнее Афины изваяние, которое божественная воля вручила Илу, как обет, хранящий Трою, не дано врагу ворваться в город. Узнав об этом, Одиссей в войсках усердно слух распространял, что боги отвернулись от города Приам, что, дескать, сообщили вождям ахейским Божие знамения, как одолеть твердыню Илиона. А сам совместно с Диомедом отправился на Скирос, к Ликомеду, где возрастал Ахилла юный сын. Их встретил Ликомед со сдержанной любезностью.
Не знал, что ожидать от столь прославленных гостей в годину беспокойную войны. Когда узнал их цель, приободрился и даже, как заметил Одиссей, обрадовался будто. Хлопот немало доставлял ему придерзкий своенравный внук. Еще вчера подросток, столь докучлив, а каковым же станет, повзрослев? Пир и с вождями говорил небрежно, так и Ахилл не позволял себе. Когда те предложили по трою с ними плыть, со смехом отказался. «Я сам начну войну!» — воскликнул он азартно. «И не с какой-то Троей, с Тиром и Сидоном. Пред их богатствами померкнет Илион». Сдержав усмешку, Одиссей спросил, с каким же войском он решил в поход отправиться. Пир на мгновение задумался, но было видно, что тропы рассудительности не его стезя. «Когда есть доблестный герой, и армия найдется!» — вскричал чрезмерно громко. В нраве молодых на силу голоса надеяться, чтоб избежать сомнений. Прекрасный план, достойный сына лучшего из греческих героев. По дерзости и смелости себе не знает равных, как будто вдохновением объятый речам нелепым вторил Одиссей. Он словно не заметил, как изумленно смотрит Диомед, утратив понимание, и с тем же настроением продолжил. «Ты зачинатель новой славной битвы, войны невиданной, не Пир, не Аптолем. Не дело наше, призываю тебя продолжить, не прибавить год к уже истекшим долгим тем годам, что провели под Троей. Плыви за войском доблестным храбрейших мирмидонцев. Они как сироты с тех пор, как пал Ахилл, и нет достойного вождя для них. Тебя увидеть жаждут. Под твоим началом себя и их вождя, тебя, Неоптолем, покрыть бессмертной славой». Слегка закашлялся сметливый Одиссей. Слова бравурные ему попали в глотку, он ими поперхнулся, хоть и был привычен к речам хвалебно-льстивым. С едва заметным раздражением вздохнув, продолжил речь. «Все, что было прежде, не в счет теперь. И лишь с тобой война начнется, не шутя, как должно. Не наша, а твоя. В тебе не смертного героя, а Ареса я вижу воплощенье. В знак сего прими доспехи богоравного Ахилла, которые вручили мне вожди за храбрость в битвах. Разве я достоин? Всего лишь их хранитель. Ты же их получишь, придя под стены Трои, чтобы тень отца смотрела с гордостью, как совершает сын невиданные подвиги, которым даже он мог позавидовать». Кружилась голова у юного Неоптолема. Ему уже казалось, он ведет мирмидонян на битву беспримерную. Глаза его сверкали, грозные призывы шептали губы, кулаки сжимались, как будто щит и меч держал в руках. Так неприметный подвиг духа совершил судьбы наперстник Одиссей. Без колебаний и без просьб отдал юнцу безусому важнейшее отличие, знак высшей доблести, которым награжден за подвиги свои. Настолько ценное, что беспримерный мужеством Аякс себя сгубил бесславно, чтоб обладать им. От счета людских стремлений. Что Пир отказывался сделать ни в какую, то охотно Неоптолем исполнил.
и даже нетерпением объят к восторгу Ликомеда, готов хоть завтра плыть под Трою. Под вечер, все труды окончив, возлежа на ложе и медленно и скупко отпивая вино пьянящее, вслух мыслил Одиссей. Он яростен и сумасброден, в точности отец в его года. Я словно 20 лет назад Ахилла вижу. На том же самом месте, в палатах Ликомеда, здесь, на Скиросе. И объясни, будь добр, зачем желают боги участия юнцов в делах мужей? Потехи ради выставляют условием победы, чтоб нас унизить. Вот, дескать, вы, проведшие в боях всю жизнь, на то недужный, чего достигнет юноша безусый. А может, так урок преподают, что вся война бессмысленна? Ответил Диамет. Но разве жертвы, подвиги, стяжания победы ни к чему? Конечно, многое бессмысленно и гадко, но стойкость и отвага неподдельны. Пусть даже неподдельны, но к чему? Зачем? А распри наши через 40 лет забудут. Ну, может, через 60. Пусть даже через 100. Зачем же мы сейчас ведем борьбу, как будто на весах судьба Вселенной? Для нас самих все это смысл утратит, едва волос коснется седина. Уже коснулась. Верно, постарели. Мы прожили ужасных 10 лет. Не за Елену, не за честь спартанца. Неверный призрак славы нас повлек из дома. Не строй и битва, а огонь друг с другом владеет нами. Сущие проклятия. Ты прав, как часто прав бываешь, мой мудрый друг, ответил Диамет и взял серебряного блюда, разломив фазана, в медвяном соусе искусно запечен. На невысоких, вровень ложам, столах изящных, радующих глаз, немало яств с молчанием смиренным, их слушали беседу. Беседа получает вид иной и ход, когда ведется за столом обильным, с вина неспешным возлиянием. Из аромата яств, из терпкости вина, приятно услаждающего дух, слова рождаются потоком своевольным. Не ты ведешь беседу, а она сама кружится меж столами, угождает настрою собеседников, ласкает. В ней лучшая утеха, пир не плоти, духа, хотя, по правде, чаще слов туман, кружащий голову и бестолковый, но приятный.